И здравствуйте, дорогие телезрители! Приветствую на канале Legionist Game. У нас продолжение по Crusader Kings 3. Вот, кстати, семейство. Что? Да, беременна. Продолжим. Граф Артур. Кстати, надо будет нам как-то устроить турнир и поднять авторитет среди вассалов. Так, давайте вспомним, что здесь у нас. Берийская борьба. Скоро мне нужно будет вступить. Денег нет, ну, как всегда. Можно отказаться. Да. Будет принято. Но тебе лучше благополучие. У меня оно еще есть. Вот так. А теперь мы можем посадить. Нет. Блин. Ладно, хай пока живет. Так и быть. Так, если я не ошибаюсь, мы хотели на него напасть. 200. Тайный советник. Нет, стоп. А где сам? Вот, кстати, видите, распалась империя. Была же здоровая наполовину Испании. Прогулки с собакой. Сейчас поставим на паузу. То есть была... Оп, не то. Ну вот примерно вот так, пополам. Кто смотрел прошлое видео, видел. Видимо, король умер, и вассалы разбежались. Каждый захотел независимости. Ну, вот это хоть 5 титулов удержал, тоже хорошо. Вот так, мы хотели напасть, а он теперь вассал вот этого дяденьки. А он... У него 7 вассалов, он никому не вассал. Ну... Так, а что у нас здесь? Где мы можем расшириться? Нам вообще нужен вот Леон. Герцогство. Ну, чтобы у нас мы забрали титул, было ценное. Но это все короля Фойла второго. А мы с ним вроде в кентах. А что с ним? Наследник. Ничего себе, все. Вот это минуса. Да, если умрет этот король, все распадется. Ну так, тут имеет смысл подождать. Зачем сейчас на такого сильного лезть? Правильно? Правильно. А ты у нас 489. Чуть-чуть сильнее. Да. Не, нам надо сейчас пока... Блин. Дочь. Рафиня и Амар. Филиппа пойдет. Дочь это не очень хорошо. Ладно, посмотрим, что может с этим сделать. Может, если появится еще один, забабахается, то дочь отходит на второй план. Предложить заложников. Кстати, интересная вещь. Обмен заложниками. В случае, если у вас начинается война, у каждого из вас будет чей-то родственник. То есть он отдает вам своего, вы ему своего. Это
дополнительная гарантия, что не будет войны. Ну, скажу, не всегда спасает. Так, я еще построиться хотел. Строительство уже идет. Надо дадет дополнительные налоги и эффективность. Так я оставляю. Так, ты по налогам, ты на... Так, переходи на внутренний, надо поднимать. С этим маршалом надо что делать. Ты таки обучай. Интрига. Канцлер. Пропавшие нетрадиционные проповедования. Нехорошо. Эх, нехорошо. Так, сделка с каменчиками. Во владении Шаламанка. А ну-ка. Шаламанка, вот она. Ну это все, я понял. Обосновывать гильдия каменщиков. Если умелые ремесленники будут служить лично мне, это поспособствует процветанию региона. Что, кстати, хорошо. Так, что дают? Мы получаем престиж. Мы получаем на 20 лет дружественные каменщики. Контроль изменяется плюс 20. Это только 40% вероятности. Это если отличная сделка. Честная сделка. Я теряю 50. Ну ладно, буду в минусе немножко. Ого, немножко. У меня по 0,9 плюс. Мне это будет дофига. Так, ладно. Добиться верности. Крепостной труд нехорошо. 50%. Уровень контроля. Вот это лучше всего. Повезет, не повезет. Вы представляете, повезло. Так, придворные интриги. Мой тайный советник приносит печальные новости. Кто-то задумал убийство. И его цель мой Фарес Джалиль. Нормальный. Ай-яй. Так, борьба. Сделка с камешками. Вы оскорбляете меня всю нашу профессию. Что? Голова камешков недоволен моим предложением. Цены-то только растут. Тут становится дороже. Наверняка граф понимает это. Ух ты. А что дает мне? Нет, я не буду цены повышать. Претензии на титул. Ах, претензии. Нехорошо. Так что их могут и против меня объявить. Банды. Что у меня, кстати? Народное мнение плохое. Мне надо как-то легитимность поднять. А чтобы поднимать легитимность, надо... Так, у меня 44. На что мне хватит? А ни на что. Потеря стресса. Вот это мне надо охотить. На рынке идет оживленная торговля. Прилавки странствующих торговцев доверху забиты товарами. Они пытались перекричать друг друга, предлагая покупателям свои безделушки. Какие замечательные украшения. Прекрасный выйдет подарок. Я и графиня... Ага. Проходим мимо прилавка с ювелирными изделиями. Она останавливается, наклоняется получше рассмотреть украшения. Кажется, моя уважаемая графиня заинтересовалась одной из этих безделушек. Возможно, она поднимет ей настроение. Ну да. Второй, конечно, лучше.
Но нам нужно продолжение. Как она, кстати? 29. Ну, надо. Потому что вот здесь хорошие плюшки. Давай, ладно. Будем без охоты. Еще и в долгах. Так, дорогой Артур, я так рада видеть вас. Я вижу, как мудро вы правите нашей державой, готова оказать любую посильную помощь. Она нервно оглядывается, не хочу вдаваться в подробности, но скажем так, один общий знакомый должен мне услугу. Легкий ветерок шевелит. Па-па-па-па-пам. Так. Пункт интересный. Вот это. То, что надо. Так, секунду. Продолжаем. Так, вот. О, вышли из долгов. Это нам не надо. Так. О, мы немножко прокачались. Плата за влияние. Эффективность. Стоимость строительства. Претензия на строй вашего сюзерена. Сейчас. Менее советников, менее прямых вассалов. Вот это бы да. Тирания. Стресс. Доход. Блин, да тут все хорошее. Архитектор, народное... О, народное мнение. Давайте с сборщика начнем. Так, войну можем против... А, не, мы не потянем. $15 всего-то. Вот. Мы подождем. Так, гибридные культуры. Кстати, что у нас по культуре? Мы можем отделиться. И по инновациям. Мы пока этого сделать не можем, у нас терпимости мало. О, вот и поветрие. Может, кто-то помнит, в Испании раньше была испанка. Грипп. Это соседних. Лагерная лихорадка в их регионах. Оспа. Яманатихский понос. Графские чери. Фух. Так, главное, чтобы сейчас до нас не достало. Иначе придется закрывать столицу. Канцлер под влиянием... А, да-да-да-да-да. 88. Хватает. Теперь надо вот этого. Или этого. Не, давай тебя. На влияние. Так. Да, хорошо. Продолжаем. Так, что тут у нас? Так, продвижение командующего. Если не ошибаюсь... О. Не, ну, тут бабки не ходи, такие нужны. И пофиг, что это безобразие. Так, спутник жизни для работы.
Некоторые мои советники убеждены, что должности полагаются им уже по праву рождения или за их влияние. Но как же не ошибаются? Я ожидаю от этих людей результатов. Они постоянно меня разочаровывают. Выслушав очередные мои жалобы, после тяжелого дня, Ямара вдруг прерывает меня. Позвольте мне помочь с тем уж. Насколько уроков, вероятно, сделают их поумнее. Так, тут интрига дипломатия. Изучает отчетность. Интриг. Управление. Так, управляющий. 12 мало. Давай учись там. Больше награждать. И хотя проказы, которые учиняли мои дочь наследницы, стали привычным делом, ее изобретательность не дает мне расслабиться, если не проделка, так ссора, недовольный наставник или разбитые коленки после приключения, в котором что-то пошло не так. Свойства удаль. Война делает 3. Ну, хорошо, пойдет. Кстати, ей надо дать наставника. Пам-парам-парам-пам-пам. Хотя с моим-то управлением... Нет. Так, придворные. Вот. В смысле? Вот так. Я проезжаю через владение Сёдор Родриго, который правит моим маршал, когда получаю приглашение посетить его с визитом. Когда я прибываю, он почтительно приветствует меня, предлагает все показать. Я обращаю внимание, что вокруг есть множество незавершенных проектов. Так. Да, надо его проконтролировать. Оп. А то еще отворить чего-то. Библиотека со сложным полком книгами, незаконченное строительство, недостроен даже обеденный зал, сундук золота, просто стоящий посреди коридора. Бардак. Книги. Ну, у вас хорошее управление. Нужно было лишь уделить немного внимания, и вскоре обеденный зал, что строил мэр Яфар, начинает стремительно преображаться. Все выглядит неплохо, я все еще могу помочь ему в других делах. Книги. Книги отдельно листочкой документов, изукрашенные переплеты. После долгой уборки библиотеки, которой владеет мэр, установилось некое подобие порядка. Все выглядит неплохо. 66-33. Ну давай. Пошли коридора, причем смотреть на меня. И по какой именно причине вы присмотреть к моему золоту? Вот блин. С перепиской пустым сундуком. Своровал. Следующее послание рисовано. Я непременно упомянул. Напористость. Я слышу, как он бормочет себе под нос, он просто мастер, творец, выглядит как после капитального ремонта.
Выиграем, будем писать чаще. Хорошо. То есть улучшилось. Так, продолжаем. Потребовать. Это все не то. Кстати, у нас уже есть сходить на охоту, но перед этим нужно взять вот. А вот ты и будешь. Так. Опа. Обалдеть. Я думал на него. Да-да. А теперь он нападает на меня. А, то есть он как вассал просто нападает. Без поддержки короля. Хм. Ну, раз так. Давай попробуем. Надо собрать армию. Не понял, то что все. А где мое ополчение? А, вот это получается. Так. 2 поста, 258, да, это вся моя армия. Ну что ж, что у нас ходит? Город. Замок. В первую очередь нападаем на город. Где его войско, я так понимаю, вот здесь. Пока он до меня дойдет, идем сюда. Через храм. О, новое достоинство. Так, фортификация, размер гарнизон. Конечно, надо. Прям как паштане. Не собранных нет. Ну ладно. Создать полк еще один я не могу. Мне хватит престижа. То есть вот этот конкретно. А ты тогда кто? Ты подчиняешься ему, а этот ему. Вассал вассала. Ну ладно, пойдем. Более многочисленный свойства командира, более высокая подготовка. Кстати, переходим вот так вот. О, видите, было 0,9, стало 0,5. Так, тут по внутренним делам. Хватит на международный выходить уже. Тут все в плюсе, все красиво. Давай. А ты куда пошел? Опа-па-па-па-па-па. Не. Так дело не пойдет. Ты смотри, как он кипает. А, я помогаю. Не, ну гаденыш. Так, группа из нескольких сотен бледнокожих соколибов, рабов, родом из восточных пределов Европы, сбежали из деревни Державы, где правит знакомый эмир, соседний правитель. Угу. Он, не жалея эпитетов, расписывает, какую неоценимую пользу они приносят в армиях и в гареме. Но эти люди преодолели много опасностей и лишений, чтобы сбежать на свободу в мои земли. У нас всех есть шрамы, говорит мне их голова Елисей. У одних на теле, у других в душе, но мы сильнее, мы не готовы сдаваться, нам нужен лишь
клочок земли, где мы могли бы жить и говорить на языке наших предков, если вы позволите нам поселиться в местечке Сьюдад Родриго. Поселиться в этом городе. Мы всеми силами проведем его процветание. Это значит ты. О. Ага. О. Так. Либо обратно. До вот этого. Драться с ним, конечно, не хочется, но разбежали. А чем ты там хорош? Толком ничем. 30 стресса. То есть я передам не Татуоса вот этому. А шо, тут постоянно подставлял. Вот так и сделай. Так, стоп. Пам-пам-пам-пам. Кто хорош будет? О! Конечно. Шикарно, даже 0,5. А тут, я так понимаю, да. Так сказать, выкинули его. Осаждающий меньше, чем гарнизона. Круто. Сделаем так. Так, продолжаем. Город подполости безжалостных воров. Ясно, что учиняемые ими беспорядки оплачены из счета кармана. Пока нужно зажечь маршал и добиться спокойствия в регионе. А, ну понятно. Бывший мэр. По-любому. Кстати, у меня врач есть. Проводи исследования. С охотником, ну ты подождешь. Караванщик, наставники, хранители. Вот, личный боец. Нет хорошего. Ладно. А ты кто? А, это с кем только что воевали. 18-9. Пам-пам-пам. 159 ополчений. Надо немножко армию подсобирать. Есть 79. 310. Ну, все. Туда вперед. Вот так. Мы отбили. Интриги разоблачены. Моя придворная будет Андрея. Ага.
хорошо. Так, что ж с тобой делать? Ты вассал этого, этот вассал вот этого. А если я попытаюсь, так сказать, забрать? Что мне для этого надо будет? Сейчас. Что значит вылазка? Это снижается. Ага. Так, а если конфликт? Так, правители, вовлеченные в борьбу, нередко ввязываются в пограничные конфликты и мелкие стычки, влияющие на текущую фазу борьбы. Постоянная готовность к небольшим конфликтам позволяет правителям захватывать небольшие территории, завоевывая их или превращая в вассалов. Условия борьбы, зарплаты и престижа меняются в зависимости от фазы. Получу титул. Стоимость 150. Кто потеряет мнение? А, то есть сам... Нет, не получится. Странствует. Так, раз странствует. Давай на тебя влияние. О, мне платит налоги. Один, ну хотя бы. Строительство закончено. Апгрейд за 200. Крепости на холмах. Хорошая фортификация. Преимущество в защите. Выносливые, стрельщики, копейщики. И гарнизон увеличивается. Как бы надо. Как бы надо. Уже 5 лет. Судя по престижу, я смогу скоро себе... во владении Шиманка настали тяжелые времена. Все больше людей сообщают об отчаянном положении дел в этих землях. А крестьяне начинают шепотом обсуждать другие возможности. Дотошное управление. О, ну вот и возьмем. Так, мне нужно увеличить, давайте вот этих. А, тут за деньги делается. Я думал, за престиж. Вот вам и разница. Там, где племенной строй, там можно было делать это все за престиж, не за деньги. А здесь наоборот. Скорость пополнения, стоимость строительства. Давай, будем быстрее пополнять, а получение... Большой турнир. Посмотрим. О, вот опять. Верность конфессии. Ну да. Так, ведовство. Заляпанной кровью одежды, корона из перьев, страшно пахнущие зелья. Это понесли мне селяне из владения Шаламанка, чтобы доказать, что Ишуш практикует ведовство в хижине на окраине деревни. Селяне заявляют, что ее злодеяние наверняка вызвала плохая погода. Вызвали. И требуют ее казни.
Хм. Опыт увеличится, но получу злые крестьяне. Не сгорит на костре. Получаем довольные крестьяне. Говорите, мне пригодится советник. Так, присоединяется к нашему двору, получает мнение и злые крестьяне. О, хороший дипломат. А, еще и с рожденкой. Надо увеличить администрацию. За шкирку собаку возместить. Ого. Так, я понял. Надо очень-очень срочно с ним что-то делать. Иначе я так долго с ним не протяну. А, за этого? Ну давай. Вот, наконец-то. В честь Якобса. Будет. Ну, династия ж надо. Вот так. А тут римскими можно? А. Артур второй. И теперь он наследник. Это, кстати, образование брать. Вот я и стану его опекуном. Так, сейчас. Пам-пам-пам. О, еще управление. Так, значит, надо здесь. Ну, дешевле строительство будет. Тоже, кстати, хорошо. Денежек у меня хватает. Надо, кстати, поля со склонами, больше налогов. Так, это даст больше налога. Увеличить выносливость. Преимущество защитника. Нет. Университет. Очень хорошо будет увеличить развитие в этом графстве. Но он такой дорогой. Может город поднять. Благочестие, сопротивляемость и налог. Поветрия будут и не раз. Надо. Припасы получения налог. Па-па-па-па-па. Охотничье. Блин. Ладно. Пока это надо обдумать. Пастбище на склонах. Это все для конницы. Конница. Так, я и ваш канцлер вели переписку. Постыднейший образчик дипломатического искусства. Вы сильно испортили мое мнение о вас. Нехорошо. Так, чтобы мой вассал Елисей легче отзывался на мои попытки сближения, я могу добавить комплименты в следующем послании. Кстати, когда так делаете, нужно внимательно смотреть. А то бывает, ты ему вроде комплимент сделаешь, он еще и обидится. Доблесть хорошая. Амбициозный, честный. Храбрость.
Немало удовольствия. Отлично. Так. Сбежала собака. О, надо на охоту идти. А, так мы скоро и пойдем, получается. Раз замечен зверь. Охота. Шалманки. Ого. Больше престижа. Ни о чем. Вот так пусть и начнется. Так, мы ждем прибытия остальных гостей. Мои слуги уже начали подготовку к охоте. Лесники ежедневно прочесывают Нагорье в поисках следов дичи и разбили лагерь неподалеку от охотничьих угодий. Я чую, я точно знаю, где-то поблизости есть волки. И вот это уже просто не первый раз на охоту. Интересно получается. Вот он, скажем так, вышел на охоту вместе с подданными. Подданные разбили лагерь, другие занимаются поиском добычи, выслеживают ее. А ты сидишь и ждешь, когда прибежит там какой-то твой подданный и скажет: я нашел того же оленя, идемте, вы просто выстрелите. Или они его собаки загоняют, чтобы он уже, ну все, некуда деться. Ты подходишь и впритык его валишь. Это считается охота. Ну, считалось, по крайней мере. Ладно. Не будем о грустном. Так, ура, это главный охотник при дворе, которым правите вы. Будет отряд с первыми лучами солнца. Наш лагерь стоит в глуши. В имении Шаламанка, которые окружают Нагорье. Мои люди уже нашли в окрестностях места, где водится волк, сородичи которого наводят людей, ужас на людей. У нас должно хватить людей, чтобы без труда найти и загнать зверя. Стая нападает на ферму, а затем уходит в местные рощи. Средняя опасность. Вперед. Вперед. Так, ну, придворный врач слез с лошади и присел на грязь, внимательно рассматривая наперстянка. Похоже, охота его больше не интересует. Сколько тут полезных трав и цветов. Вот это... Этот утоляет боль, а вот этого хорошо срастается палец ноги. А если принять этот, то уйдет священным огнем. Шанс успеха понижается, отчетность увеличивается. Обеспеченный медик на 5 лет, 15 стресса. Ну, лучше для лекаря собрать. Вдруг что? Наш отряд останавливается, чтобы посмотреть на любопытную россыпь окатанных валунов на склоне холма. Хамза расшатывает один и сталкивает его вниз. Все завороженно следят за тем, как камень все быстрее катится вниз по склону и сухим грохотом останавливается у подножья холма. Хороший повод показать всем мою удаль. Я перепрыгну. Да. Вы ранены. Нет, не надо их толкать. Так, перед нами луг, мой управляющий Урайп указывает куда-то вдаль. Там, в ложбине, прячется все семейство животных. Завидев нас, животные бросаются бежать, тревожно воя. Клыки наготове, их скрывает высокая трава. Звери бросаются на утек, как огромный пегий массив. Мы преследуем самого большого из них. Вот теперь начнется настоящая погоня. Так. Это более опасный подход, шанс повышается, но несчастный случай повышается.
Мне и так стресс дофига. Так, давай. Так, Джалиль и я пробираемся пешком по сложной местности, когда я едва не подскакиваю от внезапного вопля. Я оборачиваюсь и обнаруживаю, что мой фарус лежит на земле, а его щиколотку крепко держит силок. Он вопит от боли. Ай, да будут прокляты эти обнаглевшие крестьяне. Почему они не охотятся, как обычные люди? Так, или идем дальше. Ага. Или... Шанс успеха понижается. Вот так. Наша задумка не оправдалась. Зверь учуял наш запах и не пошел в засаду. Как его не гнали на нас загонщики. В конце концов он порвался от погони и скрылся в глубши. Умная зараза. Завершилась неудачей. Ну, ничего. Зато получил свойства охотника. Немножко снял стресс и поднял, кстати, легитимность. Что очень хорошо. Так. Что тут у нас доходит 2,4? Урожай идей. Что ж, эмир Абд-аль-Рахман может гордиться, его действительно процветает. Батальяус полнится толстыми довольно крестьянами, которые работают с радостью. Мусульмане принесли в свои земли новую культуру — рис. Его легко выращивать и можно прокормить много народу. Неужели в этом секрет их успеха? Мне бы тоже не помешало более трудолюбивые крестьяне. Возможно, стоит разбить рисовые поля у моей столицы. Но с чего начать? Соседний правитель, говоришь? По-дружески поделиться знаниями. Платите 50 и получаем рисовые поля. Прирост развития, народное мнение, строительство зданий. Ну, вот так, да. Придется. Так, история о жарко горит очах, наши бокалы пустые. Угу. Тут так все хорошо. Надо вот это поднимать. Так. О. Обалдеть. Вот этого... А вот это очень и очень плохо. Сейчас покажу почему. Наследники. Приветствую, граф Артур Шеломанка. Я требую, чтобы ваш сын Стефан прибыл к моему двору в качестве заложника. Это станет лучшей гарантией мира. А, вот этот правитель. Так, становится заложником. Ага. И этот получает престиж. А, подожди, это даже не обмен. Он требует у меня. Свободен. Вот, дети получают равное наследство. Но так как у меня всего один титул, слава богу. Так, что это мне, что на меня могут попасть?
Подбирая обернутые тканью мечи для учебных поединков, которыми пользовались я и моя дочь Филиппа, я замечаю лежащий на столике потрепанный дневник. Судя по обложке, в нем содержится описание упражнений и лучших методов тренировки в воинском деле. Филиппа смотрит в мою сторону, а это в основном я читаю его ради иллюстрации. Можете взять почитать. Это хорошо. Благочестие растет как. Привет, Чингачкук. Так, графиня Гемор. Да вы что там? Уже 3. Куда дальше? Так, строительство зданий. Время строительства владений. Вот это да. Так, ну тут мне нужна крепость. Еще один цель. Так, как тебя, Юсуф, Раф, Биал, Тарик, Васим. Пойдет. Планы на партию? Ну, вообще, кстати, по поводу планов, вот. Сейчас. Испания. Вот хочется взять весь этот кусочек. Это изначальный план. Ну, там будет дальше видно, как получится. Судя по тому, какой у меня тут уже... вот. Видно? И еще ждется пополнение. А, нет. Вот, уже 4, все. Надеюсь, больше не будет. Тут куда? Один тикнул. Так, вот что. Так, кто там уже требует? Я требую вас, Васим. Ай-яй-яй, как нехорошо. Как нехорошо. Надо с тобой срочно. Тут же у меня все хорошо. По 30. Да, все хорошо. Так. Тренирую армию. Кстати, по поводу помощи. Нюхач на выгоду. Во время прогулки я слышу, как крик одного из торговцев выбивается из общего гума на улице. Приветствую вас, мой господин. Если вам не жаль расстаться со звонкой монетой, мне есть что предложить. Я рассматриваю огромную груду товаров на прилавке, слышу, как Урай бормочет. А вот это гравировка, пожалуй, настоящая, весьма ценная вещица. Он смотрит на меня с довольной улыбкой. Так. Торг принес выгоду. Опыт. Это лучше. Поединок. Давай вот это выберем. Так, а здесь мне надо политика. 14, 17, 10, 17. Отлично. Так, Чингачгук лишай по возможности наследства чада свое или под конец жизни в тюрьму их и казни. Что не сделаешь для спасения государства? Ну, со стороны логики я тебя прекрасно понимаю. Прирост развития. А вот... Блин. Ну да, я согласен, это все логично.
Ну, как бы это ни звучало, все-таки жалко. Хочется же быть лояльным. Так, влияние о личном. В недавней переписке король Фрейла Астурия выразил желание сосредоточиться на своих интересах и планах на будущее. Я могу сделать так, что в наших будущих письмах будет больше сведений о том, что ему интересно. А что тебе интересно, а? Ну так, пьянство. Военный инженер, заговорщик, честный, незалобливый, доверчивый. Хороший дипломат. Вопрос дипломатии. Поощрил мой переход к более личным вопросам. Теперь мне нужно лишь притвориться, что я обладаю хоть какими-то познаниями. Да. Да, кстати. Это я еще даже не одел украшения, у меня уже... Ну, пока и не будем. С точки зрения гуманизма, это, конечно, полный да. Но интерес государства важнее, по крайней мере, в данной игре. Дети детками, государство не должно разваливаться. Да, согласен, не должно. Я же на прошлом стриме я уже рассказывал, что я начинал не играть, я начинал с Новгорода рюриками. И так получилось, что у меня родилась дочка и 2 сына. Нет, извиняюсь, 2 дочки, сыновей не было. И там все поделилось поровну. А это уже город, Минск, Владимир, Поле, Вологду, чуть взял. И оно вот, получается, пополам так поделило между двумя. То есть у меня осталось только половина государства. Обидно было. Но это еще полбеды. Более обидно было, что потом, получается, ее сестра же объявила мне войну. Что-то ей там не понравилось, какие-то интриги начала. Точно не помню. По поводу детей, да. Класс. Урай погиб. Когда ты успел? Сейчас, слава богу, по поводу детей так думать не надо, так как у наследования у меня только одному. Титул-то один, слава богу. Так, выразительный граф Артур. К этому письму прилагаю отрубленную голову одного из воров, что досаждает обеим нашим державам. Прошу извинять меня за вольность, но после приведения приговора в исполнение нам пришло в голову сообщить вашему гарнизону графстве Шкуманка, где прячутся сообщники казненной. А ты кто? Вот этот. Хороший подарок. Хороший. Теперь надо еще управляющего искать. 14. Лучше нету. Ну давай, чтобы хоть хорошее было. Так, что тут у нас? Вражда. Опять берега. Так. Чингачгук. Когда королевством становишься, становится легче. Детей можно не убивать, а хоть сколько лишать наследства. Хорошо, что так. А то пришлось бы всю игру интересно. Когда королевство. Ну да, когда у тебя уже есть королевство, ты себе взял этот титул, остальные земли раздал вассалам, и все, тебе нечего, можно сказать, так делить. То да. Тут я с тобой согласен. А то пришлось... Сейчас, секундочку. Песик забежал. Я извиняюсь.
Итак, продолжим. Что тут у нас? Да. Кстати, по поводу королевства. Надо глянуть. Так, герцогство понятно. Ага. Королевство Астурия. Вот это мне надо сделать. Так, я надеюсь, вот у этого... Не понял. Блин. Вот это обидно. У него был первый наследник, вот. Инфант Нюно. Слепой. А он, получается, его лишил наследства. Нехорошо. Нехорошо. Блин. Так, и кто у тебя наследник? Шепелявый. С удалью. 7 лет. А тебе, кстати, 40. Надеюсь, когда этот король умрет, у него распадется его королевство. Потому что мне уже надо расширяться. И еще один сын. Малик. Малик. Пойдет. Если раньше выбирал... О, народное мнение. Шикарно. Кстати, сэкономили. 32. Хорошо. Кстати, по поводу строительства. Так, мои соглядаты рассказали, что в местной таверне устроили дебуш некий охотник. Он ссорит деньгами и весь голос рассказывает об отличной сделке, которую заключили он и благородная госпожа в жемчужах и шелке. Становится ясно, что он нарисовал карту местности для некой знатной дамы. Шпионы полагают, что эта госпожа, должно быть, плетет интриги против меня или кого-то из моих подданных. Абдуллах. Спасибо, что рассказал, Абдуллах. Новый претендент. И откуда такие дурни берутся? Вместо того, чтобы улучшать мои отношения с соседями, это ничтожество канцлер признает претензии, которые Шейп предъявляет на графство. Что? Ты признаешь претензии? Получает слабую претензию. Ну ты Шахрей. Так, поля на склонах. Больше налога. Подождите, с полями. Теперь есть... Действительно крепости надо строить. Или казармы, или крепости. Урон копейщики. Меньше опасности. Или... выносливость копейщиков. Фортификация. Надо крепость. Так, что по поводу храмов? Нам надо поднимать благочестие. Дорого. Скрипторы посвящают знания святые и образованные могут переносить свои знания на бумагу, сохраняя их на века. Легитимность, легенды, благочестие, контроль. Понятное дело. Чё я туда раньше не глянул? Дурень, потому что. Так, решить какого опекуна. Ты кто? Опять хочет. Вот все хотят мне сыновей позабирать, а? Хорошие интриги. Нет, никому ничего не отдам. Требует и требует, а? Нехорошо. Так, что такое?
Они так быстро растут. Филиппа взрослеет. Кстати, раз она повзрослела, ее можно выдавать замуж. 16 лет, ну да. Бесчестная жабюга. Боже, в кого ты выросла, а? Так, устроить брак. Нет, найти супруга, вот это правильно. С кем? С королевством. А потом можно будет сделать претензии с помощью этого, кстати. А если поставим матрилинейность? Графство Ланхар. Это где? Ого. Во Франции. Нет, спасибо. Нет. Нет. Ладно, уберем матрилинейность. Вообще неизвестно где. У тебя. Твоему сыну 9 лет. Как-то не очень. Увеличивает начальную легитимность. Так, а кто согласен по матрилинейности? Французские, бретонские, валийские, голландские. Стой. Есть претензии на графство Голландии. Гость. А, то есть земель у тебя нет. Ты безземельный у нас. И у тебя есть претензия на графство. Перепутал. Нет, спасибо. Блин, ладно, подождем пока. Ничего выгодного пока не видел. Переход завершен. Фаза вражда. Нехорошо. Так, ты кому-то... Так, нет, небесный. Захожу в казарму, там сидит мой Фарес Джалиль. Ага. И смотрит перед собой глазами, полными страха. Помогающий ему Яфар видит меня, и лицо его меняется. Расскажи хоть, что произошло. Господин хочет знать. Джалиль тут же понимает голову. Господин, я видел то, что человеку видеть нельзя. Они бросали с бойни камни из черного порошка. Камни загорались и грохотали, попадая в солдат. Одного даже разорвало надвое. Яфар заинтересованно кивает головой. Нам бы тоже приходилось такое оружие. Да. Так. Учетность против персонажа Яфар. Епископ. Так. 29. Смертоносный черный порошок. Что он нам даст? Сила враждебных происков. Громовые камни. Преимущество защитника. Вот это. Да что ж такое? Ага, ты управляющий. Значит, ты будешь. Так, ты не под влиянием. Почему? Ага.
Обалдеть. Еще и 900 мощи. Опять ты. Второй раз уже, а? Не надоело? Так, у меня 106 по 1,6. Те же высотники, верблюды против застрельщиков. По 0,6. Ну да, что делать? Собираю все армии. Ой, не дают спокойно жить. Так, идти мы никуда не будем. Он сейчас сам к нам придет. Крепость еще строится. Нехорошо. 462. А у него 766. Да, похоже, мы эту битву проиграем. На статус-кво. 98 стресса. С моим-то уровнем. Кстати. Вот так. Чтоб я в минус не шел. Возможно ли выход? Ух ты. Ну, давай глянем, давай. Посмотрим, чем закончится этот бой. У меня войск меньше, почти в половину. Так, суровый приговор. После смертного приговора мелкому воришке не стало интересно, что об этом думает мой сын-наследник Артур II. Он ответил, что приговор был слишком суров. Справедливость ему сделаем. Да, справедливость по-любому. Так, ну вот пока все хорошо. Хромовые камни нам дают преимущество. Боевое дело командиров я их хорошо прокачал. Да, только я смотрю, что мы все равно проигрываем. Блин. Ай-яй-яй. У него в половину больше. Так, уже лучше. Это мне нравится. Кстати, у него командиров больше. Преимущество больше по командирам. 30-39. 25-26. О, давай. Сразу видно, не зря я командиров воспитывал. Победа! Победа! А ты что сюда идешь? Так. 51 репутации, 25 набожности. Ты у нас... Ух ты! Ты его вассал? Как ты до этого довел? Да. Мне есть хорошо. Так, я с тобой воюю или нет? Обалдеть, воюю. Ну давай. Я просто войска пополнил.
Более высокая подготовка у него? А не. Так дело не пойдет. Так. Давай, подходи. Урок посредничества. В очередной раз уж услышав разговор на повышенных тонах, я подавляю инстинктивное желание развернуться и уйти. Постоянные споры, которые устраивает мой вассал, Елисей и мой тайный советник, любого сведут с ума. Нужно что-то делать. Я мог воспользоваться случаем отточить свои навыки посредника или же послушать разговор и затем обратиться к одному из спорщиков с предложением поддержки. Так, договориться. У тебя минус 26, у тебя плюс 56. Вот так. Будем равны, да? Защита на холмах. Ну, давай попробуем. Выиграли. Хорошо. Так, тут пошел за подкреплением. Надо войска пополнить. 122. Крепость еще не достроена. В храме еще строится город. Кстати, нужно поля и технологии. Охотничьи угодья. Лучшее получение. Да нет, пока нет. Кстати, лучники еще даже нигде не размещены. А это на них тоже влияет. Это что такое? 25. Так, 273. Маловато. Так. Распределение внимания. Предел домен. А что мне архитектор дает? Больше управления. Меньше стоимость. Меньше время строительства владений. Алчность. Управление и налоги. Плата за влияние. Администратор что дает? Дипломатия, управление, сопротивляемость. Имение вассалов. Так, иначе пока трогать не будем. Во время войны доход. Военная выгода. А это надо. Так, 324. Надо еще поднять. Вот он, идет. Кстати, 94. Еще чуть-чуть. — 376. Оборона переправы через реку, защита на холмах, оборонительное здание, лучший армейский командир. Отлично. Давай. Ты на моей земле. Так.
Как так? Как так? Обалдеть. Да. Нифига себе, куда текает. Вот провтыкал. Все. Так куда ты бежишь? Возвращайся давай. Шахматы. После очередной партии с собой в шахматы, закончившейся моей победой, начинаю задумываться, не могу ли я со своим могучим умом как-нибудь улучшить эту игру. Но какое нововведение сделает шахматы лучше? Короля можно посильнее сделать. Возможно, проиграю. Да. Проиграю. Так. Настороже. Хорошо. Канцлера забрали. Да, ребят, на сегодня на этом получается мы закончим. Тут надо будет немножечко переиграть. Ничего, мы спасем. Спасем наше государство. Все будет хорошо. Ладно, ребята, на сегодня все. Спасибо вам за просмотр. Увидимся в скором времени. Скорее всего, на следующих выходных. Кстати, с праздником вас. До скорой встречи. Пока.